15 декабря 1997 года самолет Ту-154Б Ленинабадского авиапредприятия Государственной авиакомпании Таджикистан Республики Таджикистан выполнял рейс 3183 по маршруту Худжанд-Шарджа. На борту лайнера находились 7 членов экипажа и 79 пассажиров. В течение полета активное пилотирование осуществлял проверяющий командир-инструктор с левого пилотского кресла. Штатный командир сидел на заднем откидном кресле в кабине экипажа. Полет проходил нормально и без особых происшествий. При входе в воздушное пространство Объединенных Арабских Эмират экипаж связался с диспетчером подхода в Дубае, так как в Шардже отсутствовал радиолокатор и все заходы на посадку контролировались с помощью обзорного радиолокатора в Дубае. На высоте 5200 метров диспетчер Дубая сообщил, что заход будет осуществляться методом радиолокационного наведения, то есть викторением, и дал команду занять курс 180 градусов. Так как в процессе снижения приборная скорость самолета возросла до 470 км в час, и для предотвращения ее увеличения экипаж выпустил средние интерцепторы. На удалении 20 км от взлетно-посадочной полосы командир дал команду о продолжении снижения. При этом текущая высота составляла 1390 метров. При достижении высоты 1060 метров диспетчер дал команду на снижение до высоты 460 метров. Проходя высоту 550 метров, самолет попал в зону турбулентности, вызванной неустойчивым ветром со стороны моря. О достижении высоты 460 метров экипаж не стал сообщать диспетчеру. Самолет при этом следовал на курс 190 градусов и находился в 16 километрах от начала взлетно-посадочной полосы. Как только на локаторе появилась отметка авиалайнера на высоте 460 метров, диспетчер Дубай-Подход, не дожидаясь доклада от экипажа о занятии данной высоты, дал команду занять курс 270 градусов для посадки в аэропорту Шарджа на взлетно-посадочную полосу 30 по курсоглиссадной системе. Это была последняя связь с данным бортом. Сам диспетчер после этого рейс 3183 не контролировал, так как вел сразу 6 самолетов. Нестандартная схема захода на посадку вызвала у экипажа ложное мнение, что они уже слишком близко от выхода к взлетно-посадочной полосе. В связи с чем пилотирующий самолет командир-инструктор сразу после команды диспетчера ввел самолет в правый крен до 20 градусов и начал осуществлять поворот. На скорости 400 км в час был начат выпуск шасси. Самолет в это время находился на удалении 15 км. Одновременно с выпуском шасси инструктор отключил автопилот в продольном и боковом каналах. Истинная высота над землей к тому времени уже снизилась до 250 метров, в связи с чем сработала сигнализация опасного сближения с землей, которая выключилась уже через секунду, так как выпустились шасси и стали на замок. Установленный в аэропорту Дубая устаревший радиолокатор не был оборудован системой по предупреждению и оповещению достижения воздушным судном минимально безопасной истинной высоты, поэтому не смог предупредить диспетчера об ухудшении ситуации рейса 3183, который продолжал снижаться с вертикальной скоростью 6 метров в секунду. На высоте 210 метров над землей самолет неожиданно попал в зону турбулентности, из-за чего экипаж сосредоточился на задаче по поперечной балансировке самолета. Это повысило психологическую нагрузку на экипаж, который думал, что выход на посадочную прямую уже слишком близко, и у них дефицит времени. Переход от запланированного захода на посадку по стандартной схеме к заходу по командам с земли в совокупности с возникновением турбулентности при условии близкого выхода на посадочную прямую и отсутствии информации от диспетчера о местоположении самолета затруднили функционирование экипажа в оптимальном режиме. После выхода из разворота на оставшемся участке полета до входа в глиссаду необходимо было погасить скорость до 360 км в час и выпустить закрылки на 28 градусов, что в условиях кажущегося дефицита времени из-за ложного представления о чрезмерно близком подходе к аэропорту вызвало у экипажа дополнительное напряжение и отвлечение внимания на выполнение вышеназначенных операций. Экипаж начал выполнять карту контрольных проверок, когда через 10 секунд сработала команда «Предельный курс РСЗ».
что свидетельствовало об истинной высоте менее 100 метров, но выше высоты принятия решения. Самолет заходил на посадку по направлению на закат при ясном небе, что в сочетании с вечерней дымкой и темной поверхностью земли вызвало у экипажа иллюзию, что они на достаточной высоте и полностью контролируют ситуацию. Сосредоточившись на посадке, а затем на выравнивании самолета при попадании в турбулентность, экипаж в течение последних 2 минут не обращал внимания на показания высотомеров и вариометров. При прохождении высоты 60 метров в кабине сработала сигнализация «Высота принятия решения», на что через несколько секунд сидящий позади в кабине штатный командир констатировал 100 метров высота, а через 3 секунды штурман скомандовал «без снижения». Но никаких экстренных действий экипаж не предпринял. На расстоянии 13 километров от взлетно-посадочной полосы Ту-154 врезался в землю на скорости 370 км в час, полностью разрушился и сгорел. При ударе штурмана выбросило из кабины пилотов, и он получил тяжелые травмы, но остался жив. Все остальные 85 человек на борту самолета погибли. Расследованием причин катастрофы рейса 3183 занялась комиссия Департамента гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов с привлечением специалистов Ленинабадского авиационного подразделения. По ее заключению, катастрофа произошла вследствие несохранения командиром воздушного судна последней заданной высоты и непреднамеренного продолжения снижения в управляемом полете, без осознания ситуации, а также отсутствия реакции на сигнализацию опасной высоты и предупреждения штатного командира и штурмана. Сопутствующими факторами катастрофы стали отсутствие подтверждения штурманом, что командир понял команду диспетчера занять высоту 460 метров. Ни второй пилот, ни штурман не предупредил командира о подходе к последней заданной высоте или о продолжении снижения ниже заданной высоты. Недостаток дисциплины при выполнении стандартных операций технологии работы экипажа во время выполнения карты контрольной проверки в период большой рабочей загрузки под воздействием кажущегося дефицита времени повлиял на недостаточность осознания полетной ситуации в целом. Командир-инструктор проявлял признаки повышенного психоэмоционального напряжения, обычно вызываемого высокой загрузкой, и его психическое состояние было далеко от оптимального для проведения маневров. Это напряжение было первоначально вызвано его представлением, что самолет векторится очень близко к взлетно-посадочной полосе, а в дальнейшем усилилось попаданием в турбулентность и повлияло на его восприятие приборной информации в целом. Вызвало недостаток осознания полетной ситуации в вертикальной плоскости и способствовало отсутствию реакции на сигнализацию радиовысотомера и предупреждение штатного командира и штурмана.